і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан. Вони забороняють підприємницьку діяльність, рейдерство буде прикрите. Вчера Верховная Рада приняла закон о военном положении. Ну что, вы уже опустошили все банкоматы, купили мешок гречки? Отлично. А мы с вами сегодня поговорим о том, как жить предпринимателю в период военного положения. О том, как действовать исключительно в рамках закона и помогать тем самым государству. И во все эти вопросы внесет ясность Дмитрий Камолов, которого вы уже знаете. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Самый актуальный вопрос. Вчера было в Раде 26 ноября озвучено много интересных положений. И самое главное для нашего канала – это по поводу ограничения предпринимательской деятельности. Что значит военное положение для предпринимателей и, в принципе, что оно нам будет мешать, помогать? Давайте начнем с того, что внесем ясность, что такое само по себе военное положение. С точки зрения обывателя, военное положение – это когда, вот как в американских фильмах, в город въезжают эшелоны войск, солдаты рассредотачиваются по улицам, все берется в оцеплении, пункты пропуска, колючая проволока. Это не военное положение. Военное положение – это особый правовой статус, который вводится указом президента. Он подразумевает в первую очередь не то, что ограничение права, а определенное правило поведения людей на определенной территории, которое обусловлено тем, что государству необходимо сохранить правовой режим, сохранить контроль над данной территорией, обезопасить гражданское население, провести определенную работу по выявлению лиц, которые могут нарушить государственный суверенитет своими действиями, вести подрывную деятельность. И самое главное, обеспечить свободу передвижения, маневра и нахождения на указанной территории вооруженных сил, которые в любой момент смогут постоять за нашу страну. В первую очередь это не война, это реакция на, как это было сказано, акт агрессии. А что такое агрессивная война? Это боевые действия, боестолкновения, когда есть два комбатанта, одно государство нападает, другое защищается, или там взаимная точка соприкосновения. В нашем случае для упреждения определенного развития ситуации, которая может быть опасна для государственного суверенитета, на территориях, граничащих с государством, которое по тем или иным причинам совершило тот акт, который оно совершило в Азовском море, был введен специальный режим для того, чтобы эти территории были подготовлены, в случае чего отражать возможную агрессию. Меня интересует, что значит ограничение предпринимательской деятельности в военном, то есть ближе к этой сути. У нас есть предприниматели, которые занимаются теми или иными видами деятельности. Для того, чтобы эти предприниматели на данной территории могли заниматься там определенной деятельностью и в то же время не делали преград или не вели свою деятельность в ущерб интересам государства и армии. Давайте сами возьмем пример. Больше всего кого это может коснуться? Больше всего это может коснуться, допустим, тех, кто занимается логистикой. Почему? Потому что в военное положение предприниматели, которые имеют, допустим, парк автомобилей, должны будут сообщать там военной администрации, что у них действительно есть данные автомобили, поскольку эти автомобили могут сыграть ключевую роль в перемещении армии и жизненно важных грузов по территории, где проходит это положение. Поэтому они сообщают, что у них есть такой-то, такой-то парк автомобилей, они действуют по таким-то, таким-то маршрутам, плюс данные предприниматели в некоторых случаях должны сообщать, что переводится такой-то, такой-то груз. Вторая категория – это, допустим, предприниматели, которые занимаются информационной деятельностью, провайдеры, СМИ. Если бы президент в соответствии с пунктом 11 статьи 8 Закона Украины про военное положение ввел указанное ограничение, то это бы касалось не ограничения деятельности, а контроля этой деятельности. Было бы запрещено распространять определенную информацию. В некоторых бы районах во время перемещения, допустим, вооруженных формирований украинской армии, надо было бы отключать, возможно, связь для того, чтобы противник находился в неведении о том, как маневрирует украинская армия. Если предприниматель занимается выпуском полиграфической продукции, возможно, было бы необходимо выпускать определенную агитационную продукцию или продукцию, которая сообщала бы населению о
средствах защиты, безопасных местах, бомбоубежищах, инструкции для населения. Если это предприниматель, который просто ведет деятельность по купле-продаже, но эта купля-продажа, она относится, допустим, к медицинским препаратам, к препаратам первой необходимости, он должен был бы тоже как бы регулировать свою деятельность, и если у него на складах находились бы указанные препараты, которые нужны были бы для нужд армии или населения, то, соответственно, государство бы изымало эти препараты. Все то, что изымается у предпринимателей или то, что используется для нужд армии, оно компенсируется. Это не означает, что если вдруг завтра, не дай бог, что произошло, пришли, изъяли и все забыли. В законе четко предусмотрено, любое изъятие, оно компенсируется. Если изымается какая-то вещь, и она не утрачивает своих свойств по завершению военного положения, она возвращается. Либо возвращается такая же вещь, либо компенсируется ее стоимость. Порядок компенсации исключительно через суд. Тоже четко предусмотрено законом. Если же, допустим, у нас есть предприниматель, который занимается, к примеру, IT, на него это никак не повлияет. Возвращаясь к указу президента. Этот указ, до его принятия, он был такой более обширный. Там было более определено, какое количество свобод ограничивается. Но при внесении в соответствии с данным законом президент должен был обосновать каждый пункт ограничения свободы. Как сделал парламент? Парламент к данному указу высказал свои замечания, и 90% этих ограничений на этих территориях, которые у нас указаны, действовать не будут. Вопрос следующий. Допустим, я предприниматель, я нахожусь в одной из областей, где находится военное положение. Вопрос, кто может прийти мне и давать указы? Это полиция, это СБУ, это налоговая, не знаю. Кто сразу становится моим начальником? Кто может прийти и взять у меня машину, допустим? Кто эти люди? Вашим начальником не становится никто. Орган, который действует на территории, называется военная администрация. В военную администрацию обязательно входят военные. Та или иная нужда, она порождает то, что будут обращаться к начальнику предприятия. В случае, если предприятие является определенного рода стратегическим, допустим, у нас есть частный предприниматель, который занимается определенного рода изготовлением продукции, которая подходит к военной технике. Да? У нас есть военное положение, у нас есть ограничения, введенное, допустим, указом президента виртуально, то военная администрация может прийти к данному предпринимателю и обязать его выпускать продукцию, соответственно, для нужд армии, не занимаясь продажей другим покупателям. Если же предприниматель откажется исполнять данную инструкцию, начальник предприятия или же сам предприниматель, он смещается со своей должности, ставится соответствующее лицо военной администрации, предприятие продолжает работать, в дальнейшем он вернется на свою должность, и все расходы ему точно так же будут компенсированы. То есть, условно, выпускается гайка, которая подходит в том числе к танку, предприниматель должен эту гайку выпускать и в первую очередь поставлять на нужды армии по той квоте, которая будет запрошена. Возможно ли случай, допустим, несправедливости? К примеру, я приведу пример. Я произвожу бензин для танков или солярку, и кто-то еще производит солярку. И я понимаю, что, к примеру, ко мне пришли, а к нему не пришли. Могу ли я что-то оспаривать? Как это оформляется? Или есть приказ и все? На самом деле наша страна в первый раз в своей истории столкнулась с режимом военного положения. Как таковой инструкции нету. Закон тоже прописан недосконально, но на территории продолжают работать суды. И на территории работает военная администрация. Также государство, оно не погружается в анархию. То есть существует военная администрация, существует военная администрация уровневая. Да, то есть военная администрация губернии, определенной области, государственная военная администрация и, соответственно, Министерство обороны и так далее. Никто не запрещает защищать свои права. Но мы снова возвращаемся к тому, что понятие справедливо и несправедливо, оно зависит не от того, что кому-то пришли, а кому-то не пришли. Мы должны помнить, что это все компенсируется. Возможно, кто-то не хочет, возможно, кто-то будет считать, что покупают не по той цене, но на самом деле понятие компенсации, если есть рыночная цена, и человек это не заработал, а поставил это в армию,
то ему в дальнейшем будет это компенсировано по той цене, которую он не заработал. И разницы между поставкой сейчас в армию и поставкой сейчас другому в принципе не будет. Все остальные органы, я имею в виду, кроме военного комиссариата, милиция, СБУ, налоговая, имеют ли они право предъявлять какие-то претензии в связи с военным временем? Они действуют в рамках своих полномочий. Все государственные органы на территории сохраняют свою работу. Соответственно, полиция следит за правопорядком, выполняет указания военной администрации, налоговая следит за пополнением бюджета, уплатой налогов, ведет свою деятельность и выполняет указания военной администрации. Точно так же любой другой орган. Военная администрация в период военного положения при ограничении определенных прав может задействовать тот или иной орган для того, чтобы они выполняли определенные функции. Они могут задействовать, допустим, фискальную службу даже для тушения пожара. Исключительное право имеет только военное. Это не исключительное право, это право, установленное законом. По поводу, там есть еще моменты про переписку, то есть у меня есть коммерческие тайны, может у меня там есть какой-то особый способ производства, еще что-то. Если могут втручаться в переписку, это можно в принципе использовать как конкурентную войну, борьбу. То есть узнать ваши все секреты и потом это использовать. Как от этого защищаться или в этом нет смысла? Первое и самое главное. У нас в Украине право на тайну переписки и другие основополагающие права человека, они изначально защищаются, военное положение на них в принципе не влияет, оно влияет в понимании людей, если нарушается какое-то право, этому тоже должно быть основание. Не может просто военное прийти, к любому человеку зайти, перевернуть его квартиру. Должно быть основание. Если человека в военное положение подозревают в шпионаже, в коллаборационизме, в подрывной деятельности, то да, конечно, к нему придут. Должны быть основания. Если это простая фирма, которая нигде не замечена, то в принципе к ней не придут. И для того, чтобы пришли и смотрели переписку, забирали информацию, проводили конфискацию серверов, всего остального, также должно быть первое. Это ограничение данного конституционного права на этой территории. Второе, веские основания. Если нету этих двух составляющих, этому не бывать. Видел в интернете шквал по поводу того, что могут подселять людей в квартиры, в офисы, то есть брать помещения. То здесь тоже должны быть веские основания. Тут вопрос уже не в веских основаниях. Тут давайте с вами будем исходить из того, что когда люди в интернете это пишут, то у них отсутствует, в принципе, логическая связь между этим подселением, квартированием и тем, что происходит в стране. Точно так же президент должен был ограничить права, и обязать квартировать. Зачем это делается? Когда идет большая концентрация вооруженных сил на одной территории, понятное дело, что гарнизонные квартиры и все остальное, они не позволяют вместить в себя всех тех военнослужащих, которые должны в пределах этой территории вести боевые действия, выполнять боевые задачи. В этом случае, будут квартировать. У нас произошла не война, у нас произошел инцидент. Если будет действительно агрессивная война, будет квартирование. Будут приходить, спрашивать, можно ли у вас заквартировать того или иного военнослужащего, чтобы он спал, а не на улице спал в палатках. С такой ситуацией наша страна еще не встречалась и, даст Бог, не встретится. Но если для того, чтобы это произошло, должны быть также основания, чтобы весь этот контингент военнослужащих пребывал именно в той точке. У меня есть ряд знакомых, которые, допустим, те, кто из Донецка приехали, они прописаны до сих пор там в большинстве случаев. Или ФОП может быть оформлен Донецк, Луганск, Запорожье, то есть в тех областях, где есть военное положение. Но, допустим, они живут в Киеве, ведут свою деятельность здесь. На них распространяется военное положение или они по законам Киева живут? Как это? Вот здесь очень интересный вопрос. Правовой статус установлен только на территории. Если они к этой территории неразрывно связаны с этой территорией, то на них этот правовой статус распространяется ровно в том объеме, в котором на данной территории ограничиваются права. Если частный предприниматель находится зарегистрирован в Донецкой области, но ведет свою деятельность в Киеве, это не запрещено законом. Если у него производство находится в Киеве, то военное положение на него не действует. Военное положение действует только в той области, в тех пределах,
административно-территориальных, где оно введено. В Киеве военное положение не действует. И ограничений на предпринимательскую деятельность точно так же не происходит. Военное положение подразумевает в том числе, допустим, ограничение торговлю оружием и, допустим, там разными средствами специальными, там, как газовые баллончики. Если предприниматель это делает, производит на территории Киева, в Киеве нет ограничений. Даже никто ему не может запретить здесь, поскольку он действует на территории, где это разрешено. Если же киевский предприниматель торгует этим в пределах Донецкой области, понятное дело, его ограничат. А вопрос примерно следующий. Допустим, у меня компания зарегистрирована там, в Запорожской области, и у меня есть там, логистическая, и у меня есть ряд машин, которые с запорожскими номерами, но они работают здесь. Могут ли у меня просить их там в виде? Такого обычно не происходит, объясню почему. Режим военного положения, вот он действует в пределах области. И если ваши машины находятся не в этой области, вас не могут обязать их пригнать и дать. Обычно берется то, что есть на месте. Если же действует там режим, то есть, грубо говоря, там самый печальный сценарий, да, то, понятное дело, граница области закроется, будет введен специальный пропускной режим, и те машины, которые находятся, если они составляют интерес для вооруженных сил, да, их не будут выпускать просто. А те, которые уже успели уехать, их нельзя заставить вернуться. Где брать первоисточник военного положения? То есть где вот рамки, правила, законы, по которым? Сам по себе закон про военное положение, он очень коротенький. Он умещается на 10 страничках А4 на сайте Верховной Рады. Но тут еще один очень такой интересный нюанс. Сегодня произошел казус, когда такая газета, как «Урядовый курьер», в своей официальной интернет-странице опубликовала неправильный указ президента, который без змін та доповнень, технічних і юридичних, который был до голосования Верховной Рады. То, что публикуется конкретно в этой газете, это и есть тот первоисточник того закона, который был принят. Поэтому казусы тоже случаются, надо за этим следить внимательно. Те, кто следил за заседанием Верховной Рады, они сразу же четко это определили, поскольку было определено, что военное положение действует 30 дней, а не 60, как изначально было. Военное положение действует на территории определенных областей, которые граничат с Россией и Приднестровьем, а на самом деле первоначально была вся Украина. Был так называемый пункт 3 по ограничению конституционных прав и свобод граждан. Это как ограничение права свободы на переписку, там частично на передвижение, на телекоммуникацию, там много всего было, да, но Верховная Рада посчитала это необоснованным, был опубликован не совсем правильный текст. Необходимо в первую очередь следить за главными новостными каналами, государственными. Через государственные каналы официальные органы власти, в том числе и военная администрация, будет передавать самую важную и полезную и свежую информацию касательно того, как действовать, и читать официальные издания. Ну, как видите, в них тоже иногда бывают ошибки, но тем не менее. По поводу выезда за границу, пересечения границ областей, есть какие-то ограничения? Если есть, то какие? Не введено ограничений, и помимо всего прочего, я обращу ваше внимание, что независимо от любого военного положения действуют 4 Женевские конвенции и 3 протокола к ним. Гражданское население подлежит защите. Гражданское население подлежит свободе и эвакуации в первую очередь. Покинуть место боевых действий или место военного положения – это преимущественное право, и в случае необходимости сама армия будет осуществлять срочную эвакуацию. Не будет такого, что закроют эту территорию, никто с нее не сможет вырваться. Вопрос по поводу, несколько раз вспомянули, компенсации от государства. Как она будет высчитываться, как задокументировать? Ну, допустим, у меня есть автомобиль, который у меня берут на нужды. Как потом понять, он сильно использован или не очень? Сколько будет стоить его ремонт? Как это все документировать? Есть закон Украины про судебную экспертизу.
Любое транспортное средство, любое затраты, есть масса видов экспертиз по определению рыночной стоимости, по определению нанесенного вреда, ущерба, убытка. Все проводятся экспертизы, устанавливается стоимость, устанавливаются затраты, и все в дальнейшем компенсируется. То есть прежде чем отдать, мне нужно провести экспертизу, получить документы и потом отдавать. На самом деле каждый предприниматель, он изначально должен за своим имуществом следить. У него должны быть доказательства перед тем, как он отдает что-либо, он должен зафиксировать его стан. Не будут просто приходить, говорить: о, мне нужен этот КАМАЗ. Будут приходить, объяснять, почему нужен этот КАМАЗ, будет составляться определенный акт, должен составляться, о том, что забрали КАМАЗ, покрашенный, без дырок от пуль, все красиво, пофотографировали, расписали, забрали. Привозят, дырки от пуль, одного колеса нету, кузова нету, руль напополам сломан. Понятное дело, что необходимо будет рассчитывать сумму ущерба. Отправной точкой станет акт о том, что его забрали. Изначально, как закон предусматривает, что если что-то забирают, значит оно находится в нормальном состоянии. А нормальное состояние определяется по среднерыночному состоянию, среднерыночной стоимости. А еще один вопрос по поводу принудительных работ каких-то, или кто может принудить к каким работам, кого? В первую очередь не нарушаются права людей. Для того, чтобы принуждать к работам, снова-таки, должна быть какая-то весомая причина. Людей, те, которые выскажут свою точку зрения касательно того, что они согласны принимать участие в каких-то работах, если у него есть какие-то ограничения, это будет учтено. Никто не будет заставлять однорукого инвалида копать окоп. Но его могут попросить там делать какую-то там работу, которая ему под силу. Прямо сказать, как это будет происходить, теоретически мы можем. Мы можем себе это представить. Но в основном касается принуждения людей, которые получили войсковую специальность, те, которые могут понадобиться для срочной ликвидации последствий. Любые другие, то есть никто бухгалтера не будет заставлять копать окоп, если он сам этого не захочет и у него есть медицинские противопоказания. Но если он будет согласен, если он придет в военную администрацию и скажет, что я готов, и при этом не захочет покинуть эту зону, то к нему, возможно, придут и попросят: да, действительно, нам нужна помощь, будь добр. Ну что ж, Дмитрий, спасибо вам за исчерпывающие ответы. Возможно, у вас есть еще какой-то совет нашим подписчикам? Есть один единственный совет. Не паниковать и сохранять в первую очередь присутствие духа. Ничего сверхъестественного в стране не произошло. Такое происходит во многих странах. Мы не стали исключением. Но это, снова-таки, не повод для паники. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях ваши идеи, мысли, замечания. И до скорой встречи!